Если вы ждали знак, чтобы наконец начать, то вот он. Привет, я Аля, и это «Пока не поздно». Подкаст для тех, кто не хочет жалеть о не сделанном вчера ради великого сегодня. Здесь я рассказываю историю обычных людей, любителей, которые превратили мечты или просто идеи в дело своей жизни, даже когда казалось, что шансы абсолютно нулевые и весь мир против них. Эти истории всегда о том, что в целом для грандиозного успеха тебе не нужен сайт с хитро выдуманными анимациями, стратегия твоего бизнеса или маркетинговый план аж на 5-7 лет вперед. Вы понимаете, о чем я. Это о том, что для того, чтобы начать сегодня, тебе не нужны идеальные условия. Сегодня мы поговорим о человеке, чье имя знает весь мир. Это Кристиан Диор. Его история — это идеальный пример того, как можно создать нечто великое, не следуя какому-то плану, не продумывая все наперед, не думая о том, каким будет завтра. Это история творца с чистой-чистой душой и чувством прекрасного. Этот человек полностью изменил мир моды, абсолютно не будучи готовым к тому, чтобы быть бизнесменом или работать 24/7 ради того, чтобы сделать себе имя. Один очень вдохновляющий факт, который меня всегда приободряет, это то, что когда Кристиан основал свой модный дом Dior, ему был уже 41 год. До этого он в целом менял профессии, часто считал себя неудачником, думал о том, что он никогда не станет великим, известным или знаменитым человеком. И, конечно, ненавязчивый призыв: подпишись и поставь лайк, так ты поможешь другим людям найти это видео и, возможно, помочь им ответить на их внутренние вопросы. Давайте в целом начнем нашу историю с того, что перенесемся в Париж 40-х годов, и я хочу вам сказать, что, естественно, во всем мире гремела война, и, конечно, мы не можем забывать о том, что Париж, который всегда был столицей романтики и в нашем понимании чем-то светлым, на тот период, ровно как и весь мир, Париж был в разрухе. Город, который когда-то был столицей моды, теперь привыкает к своей новой идентичности. Тканей не хватает, если мы говорим конкретно о мире фэшн. И женщины в целом привыкают к минимализму. Это практичные прямые юбки, это унисекс-силуэты, это что-то, что не сковывает твоих движений. Настолько у Франции не было достатков, что и как во многих странах, такой исторический тоже факт, женщины рисовали себе стрелки, не нося колготок. Они просто брали черный карандаш для глаз и рисовали себе по задней линии икры черную полоску, для того, чтобы создать иллюзию того, что на них те самые колготки или чулки. На всем этом фоне стоит один наш главный герой, Кристиан Диор, и это мы сейчас называем его главным героем. Но тогда ему было 40 лет, и он совсем не чувствовал себя героем. Он родился в 1905 году в состоятельной семье. Его отец был промышленником и мечтал, чтобы Диор стал дипломатом, как во многих историях успеха это бывает. И как и во многих историях успеха это бывает, Кристиан увлекается искусством, проводит очень много времени со своей матерью, и его мать безумно любит цветы. Для нее цветы — это естественное продолжение ее жизни, и Кристиан вместе с ней проводит очень много времени в этом саду, ухаживая за растениями. Его родители протестовали, но кому это могло бы помешать в таком юном возрасте? В 23 года Диор основывает свою художественную галерею. В ней выставляются невероятные работы, которые по сей день сотрясают мир, и фамилии этих людей гремят. Эта галерея была настоящим домом для всех модернистов: Пикассо, Матисс, Дали. Но в 29 году, буквально через год после открытия, галерея закрывается, так как начинается Великая депрессия, и мы можем с вами предположить, что у нашего Кристиана тоже она начинается. И интересный факт и ирония судьбы: в 30-х годах Кристиан начинает зарабатывать себе на жизнь тем, что он рисует эскизы для модных журналов, для обложек, для страниц, для глянца. Тогда он еще не считал себя дизайнером и никакого отношения к этому не имел. Примерно в 1937 году его берут на работу в модный дом Роберта Пиге, и Диор начинает с малого. Он делает какие-то небольшие детальки для коллекции, изучает основы всего этого дела. Затем приходит война, и во время войны Кристиан вынужден работать в другом модном доме. Так как он уже изучил основы и азы своего мастерства, он шьет платья для жен французских офицеров. И это не какая-то фантазийная выдумка, как бы побогаче и покрасивее выставить этих жен офицеров, а это суровая реальность, в которой он зарабатывает себе на жизнь простыми силуэтами, которые, конечно же, также влияют на его состояние, ведь Диор рос достаточно нежным мальчиком, который был привязан к матери, которая скоропостижно скончалась от болезни. Когда вокруг тебя одна серость, в тебе начинает что-то зреть, какая-то решимость, какая-то мотивация что-то изменить, но ты ее в себе гасишь, потому что в чем-то не уверен, например. К концу войны, к 1946 году, внутри него нет ничего.
ни богатства, ни какой-то уверенности в себе, опять же, в своем успехе тем более. И здесь мы с вами натыкаемся на такой риторический вопрос. Может ли в целом страсть быть сильнее обстоятельств? И я считаю, что да. После войны Диор получает приглашение, которое меняет всю его жизнь с ног на голову, переворачивает абсолютно все. Его приглашают в модный дом Марселя Бусака. Ему нужен был дизайнер, который возглавит модный дом, который ему принадлежит. На что Диор сказал, что, наверное, возглавлять чей-то модный дом он бы не хотел, а вот создать собственный звучит как план. И в том же 46-м году на свет появляется модный дом Кристиан Диор. А спустя год проходит первый премьерный показ, знаменитая, изменившая мир коллекция New Look, которая, у меня мурашки идут, которая представила нам новый взгляд на женственность после военных лет, когда женщины были измучены этими серыми тканями, этой нищетой. И он, воспитанный среди растений своей нежной матерью, конечно же, был очень нежным человеком, который очень тонко это все чувствовал. Он создал такую коллекцию, которая позволила девушкам чувствовать себя роскошно. Чем очень сильно отличался этот показ от всех других? Там было 90 платьев, и в каждом из них было по 20 метров ткани, по 30 метров ткани, по 10 метров ткани. Это неслыханно. После войны, когда все экономили каждый кусок ткани, когда вся ткань, все, что можно, все вообще запасы отправлялись на фронт, такое расточительство обществу казалось, немыслимым. И это навело очень большой шум, и общество, конечно же, разделилось, как всегда, как это обычно бывает. У нас была одна сторона рациональных людей, которые считали, что на поддержание экономики нам не нужно это. И нет, такому не бывает ни в коем случае. И была вторая сторона, это были те самые женщины, которые трепещали при виде этих платьев и готовы были приобрести каждое из них, наполнялись этим духом женственности, лишь глядя на них и находясь на этом показе. Конечно же, многие хотели купить их все. Я могу их понять. В общем, мы сменяем быструю и экономную моду на роскошную моду, на широкие плечи, на широкие юбки, на узкие талии. Еще очень интересный исторический подтекст, когда Диор был маленьким, мода в целом была другой. Это как раз-таки были те самые силуэты, известные, с пышными юбками, с осиными талиями. Это когда женщина была просто как куколка, на которую возлагалась куча-куча килограмм и слоев одежды. И для Диора было вот это изображением настоящей женщины, а не то, что он видел в военный период. И он хотел вернуть это, несмотря на то, что мы начали подходить к периоду облегченной версии костюмов, облегченной версии всего, чтобы женщине было проще дышать. Это больше к унисексу, больше к каким-то удобным вещам. Диор снова говорит нам: женщины, вы прекрасны, вы похожи на тюльпаны юбочками вниз, из-за чего такие роскошные юбки, вы похожи на цветы, поэтому, пожалуйста, носите прекрасные платья. И вот что говорят очевидцы, которые находились там во время этого показа. Когда модели начали выходить на подиум, это было похоже на чудо. Мы никогда не видели столько ткани, столько грации. Это был новый взгляд на женщин. Еще один интересный факт, конечно же, вы слышали о духах Мисс Диор, и я бы хотела рассказать небольшую историю о них. Духи были созданы в том же 47 году, и для Диора это был широкий жест дания любви и уважения к своей сестре Кэтрин. Во время войны Кэтрин присоединилась к сопротивлению, и так получилось, что она попала в тот самый лагерь. Она там провела около года, и, конечно же, когда ее освободили, когда она вернулась домой, это была уже не цветущая женщина, молодая и юная красавица, а это был человек изможденный, измученный войной. Она увядала. И для Диора наблюдать за своей младшей сестрой, за своей драгоценностью, за такой прекрасной девушкой было невыносимо, потому что он помнит, как его мать угасала от тяжелой болезни, и он просто не мог себе позволить бездействовать. И Диор решил, что раз воспоминания о ее прошлом доставляют ей столько боли, он хочет создать для нее кое-что особенное, что-то, что веет любовью и домом. И он решил создать для нее действительно что-то особенное, и это оказались духи. На тот момент Мисс Диор стала показателем новой жизни, новым этапом, глотком чего-то свежего. И эти духи не просто какой-то там не очень интересный, сладкий, приторный запах, который все считают, что лучше купить что-то селективное, чем Мисс Диор. Нет, это исторический, важный фрагмент жизни его, Кристиана Диора, и его семьи,
и жизни всего Парижа. И, кстати, еще один факт, связанный с духами. Dior в целом одним из первых, кто ввел аксессуары и духи в линейки модных домов. И именно с его руки парфюмерия стала восприниматься искусством, а не просто каким-то товаром. Ведь искусство — это что? Это сторителлинг. Все это произошло с ним. Весь этот успех, он был без заранее прописанной стратегии, понимаете? Без того, чтобы он сидел и ночами писал планы в себе в ежедневнике, без того, чтобы он думал, что же сегодня я могу сделать, чтобы сегодня я бы внес свое расписание, с каким инвестором бы я встретился сегодня. Он просто делал, он просто был внутри этих обстоятельств, и только к 40 годам он раскрылся как истинный гений, как лидер. Dior просто действовал по интуиции, пробовал что-то новое, и он всегда говорил, если бы я ждал идеальных условий, я бы никогда не начал. Итак, что мы можем взять из этой истории? На самом деле все. Но основное — это перестать ждать идеального момента. Просто действовать. Идеальный момент никогда не наступит. Идеальный момент для того, чтобы завести детей, когда вы в браке. Идеальный момент для того, чтобы начать свой маленький бизнес. Идеальный момент для чего угодно. Dior начал свой путь, не имея команды, не имея прописанных ценностей, не имея миссии, не имея сайта, прости господи, не имея общего телефона, на который можно позвонить и оставить заказ. У него внутри было одно большое желание. Он хотел подарить женщинам ту красоту, которой они достойны. Он хотел, чтобы женщины выглядели счастливыми. И важно понимать, что это не миссия человека, это та несправедливость, из-за которой он спать ночами не может и продолжает двигаться, и продолжает действовать. Многие люди находят ту самую несправедливость, с которой они хотят бороться, уже после того, как они получили какой-то жизненный опыт. И это не первые 20-30 лет жизни, а, возможно, даже позже. И вот эта несправедливость оказалась намного важнее и результативнее, если мы, конечно же, ее складываем с действием по итогу. Она оказалась намного результативнее, чем если бы он просто писал себе планы, как он завоюет весь мир. И здесь я хочу провести вам одно исследование из Journal of Business Research, которое гласит, что на самом деле очень интересно, что в моменты неопределенности обычно чаще всего рождаются самые смелые и инновационные идеи. Исследования показывают, что творческие решения чаще всего возникают в условиях неопределенности, потому что они заставляют нас искать нестандартные подходы. И, конечно же, история Диора нам это доказывает. В послевоенном Париже, как казалось, никому не будут нужны эти платья, но представьте себе, теперь и мы знаем, кто такой Кристиан Диор. Все благодаря его смелости и решительности. В общем, если вы думаете, что для того, чтобы начать свое дело, начать заниматься хоть чем-то, да даже этот же подкаст, если вы думаете, что для того, чтобы его начать, вам нужно очень многое, это не так. Успешные истории любителей, которые стали признанными миром гениями, доказывают, что гораздо эффективнее начать делать хоть что-то, чем написать 10 планов по тому, как вы это сделаете. Кстати, у этого подкаста тоже нет детализированного плана. Итак, я не могу оставить вас без пользы, просто пересказав вам какую-то историческую справку, поэтому сегодня у нас будет задание. В общем, после истории Кристиана Диора я хочу предложить вам небольшой эксперимент. Я уверена, что он поможет вам стать на шаг, а может быть и на несколько шагов ближе к реализации своей идеи. Возьмите лист бумаги и напишите, какой проект или идею вы откладывали из-за неподходящих условий, не того времени, не того момента. Прямо сейчас поставьте видео на паузу, возьмите и напишите хотя бы в заметках. Это может быть связано с тем, что вам кажется, что вам не хватает знаний, времени, сил, денег, чего угодно. Теперь я прошу вас перечеркнуть эти оправдания тому, почему вы все еще ничего не сделали. Спросите себя прямо сейчас, как я могу сегодня начать делать то, что я всегда хотел. Например, если вы хотите создать бренд одежды, как наш герой сегодняшнего выпуска. Подумайте, с чего вы можете начать. Это может быть один очень простой шаг. Правда, один. Это может быть набросок логотипа, это может быть один пост-анонс в ваших социальных сетях, или это может быть один телефонный звонок, который буквально сегодня заставит вас подняться и сделать это. Держите в голове, что Dior пришел к своему успеху не за один день. Не было такого, что он сел, нарисовал свою гениальную коллекцию и за секунду все понял. У него очень был тернистый путь, и это нормально. Я прошу вас поделиться своим первым шагом в комментариях для того, чтобы дать импульс другим людям в комментариях и пожелать им только большого-большого добра. Вот и все на сегодня. Прошу помнить тебя о том, что иногда путь к успеху начинается с недоидеи, недоплана, недоуверенности в себе, с недо чего-то. С тобой была Аля. Я буду ждать твои мысли в комментариях. Начни, пока не стало поздно. Пока!